Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Почти бритье. Я несколько поиграл со светом, плюс наконец-то пришло зеркало. Вы его сейчас наверняка где-то здесь в уголке увидели. Ну и надеюсь, что в этот раз с освещением будет несколько иначе. Вообще, по большому счету, я услышал то, о чем вы говорили, что Викторович вертается, дарам-дарам, дарам-дарам. Ну, ребят, это все понятно. Сдаться и уйти в обрат никогда не поздно. А вот слепить что-то новое и интересное, вот это, конечно, сложнее. Для этого нужно пройти какой-то путь. Я что мог, я уже, собственно, сделал, но не до конца. Есть еще одно желание поиграться не только со светом, но и поменять вот этот вот цвет. Согласен с вами, черный, да, он мне самому нравится, но, во-первых, это, ну, как бы бритье, да, то есть вот не наша тема. Ну и там то, что пацаны говорят, старят, ну чё, мне уже 55 лет, я уже не этот самый, не пацан малолетний. Так, вихры по ветру, там сопли в разные стороны, там несешься вот такими глазами навстречу миру. Нет, я уже так, несколько постепенно, поэтому там, ну, чуть постарше, меня не это беспокоит. Меня беспокоит то, что вся картинка с вами воспринимается уже недостаточно уютно и по-домашнему, как-то вот так. А хотелось бы этого достичь. Но вот в связи с этим, конечно, поменяется не только вот этот черный цвет, но есть еще желание вот это вот коричневое тоже убрать. На какие цвета? Я пока не знаю. Черный, наверное, на светло-серый. Тот, ну, может быть, какой-то такой, ну, не знаю, цвет лайма. Ну, что-то адриатическое такое. Знаете, как там люди красят все в разные цвета. Я переждал, тут кто-то моторчик заводил. Ну да, это еще одно обременение, у нас тут под окнами парковка. Так вот, в этом плане буду обязательно менять, если у вас есть какие-то наметки по цветам, на что вы хотели бы поменять фон, допустим, этот черный и тот коричневый, вот какие вам цвета больше всего нравятся. Ссылку навряд ли вы сможете сделать, а вот в плане вот эта формула RGB, там по цветам, но если у кого-то это вот есть представление, давайте присылайте, я обязательно попробую, посмотрю и посмотрим. Обои под это все искать, скорее всего, не буду. Если будет достаточно комфортное сочетание красок, вот что я придумаю, что вы пришлете, я, наверное, скорее всего, просто пойду, закажу такого цвета краску, ну и сверху найти на обои, и все, и будет нормально, будет хорошо. Так вот, к нашим пирогам. Первое, с чего хотел начать бы, это, наверное, все-таки вот с этого вот шикарнейшего, вот просто не могу сказать по-другому слова, подгона от Константина с Ганзы. Ребят, для меня это как билет в другой мир. Я всю жизнь как-то, ну, старался обходиться малым, мне многого-то не надо. То есть вот, да, волю судеб получается так, что его всего дофига. Но я просто к этому никогда не стремился, вот к этому того, что вы видите. Это еще не все, там вот сколько еще завалено. Тут в 5 коробках все перевозили. Да, все сладкое я всегда отдавал женщинам и детям. Вкусные куски всякие я всегда любимой подкладываю. Она сердится, давай вдвоем. Я говорю, ешь, солнышко. Ну, короче, вот такое все. А вот это просто прямой билет в роскошь. Вы вот вы когда привыкли мыться, допустим, обыкновенным детским мылом, хозяйственным мылом, там, шампунь пошли там за 100 рублей взяли и вам вот так вот выше крыши, то есть вы никогда на эту тему не заморачивались. А тут там хлобысь в руки кусок туалетного мыла, 100 грамм 620 рублей. Ну вы представляете? Но это уже другой мир. В этом мире люди тратят вот на такие вещи там 600 рублей, даже не задумываясь, потому что они уже к этому привыкли, им это нравится. Я их понимаю, потому что тут есть чему нравится. Вот на секундочку, смотрите. Мыло Dessert Vetiver производится по специальной формуле на основе растительных масел, таких как масло финиковой пустыни, который питает и что это такое за масло и обеспечивает глубокое увлажнение кожи, чистящее и увлажняющее мыло, которое образует кремообразную нежную пену. Его аромат Dessert Vetiver пробуждает ваши чувства с верхними нотами сосны, ладана, грейпфрута, бергамота, которые немного бледнеют, уступая место его пряному сердцу с оттенками черного перца, орегано, розы и лаванды, которые в свою очередь перенесут вас на древесную основу ноты растительного мха, ценных пород дерева, ветивера и пачули. 100, мать его, процентов на растительной основе. Все бы ничего, но запах все это подтверждает.
Вот все то, что там написано, возьмите, складите в одну бутылку, раскладите ровными слоями, перемешайте, а потом, знаете, так дозированно, просто так вот носик свой любопытный засовываете и нюхаете, и вы будете просто офигевать. Просто офигевать. Это не мыло, это просто сказка, вот для меня лично. Для того человека, который привык покупать мыло там за 30, 40, 50, ну, да фиг с ним, гуляем сегодня, 100 рублей за пачку. Ну не 600, не 600. А у Константина это есть. Не то чтобы я хотел сказать, что я от всей души завидую тем людям, которые живут в этом мире. У них свой мир, они к нему привыкли. Но просто для меня это несколько диковато, потому что ну, я никогда так не жил, я никогда так вот такими вещами не пользовался, не стремился к этому. И сейчас, когда вот у меня в руках вот этот кусочек, я безмерно благодарен Константину, потому что ну, он дал такую возможность. 100% гарантия, ребята, к бабке не ходи. Если бы не он, да я в жизни бы никогда не раскошелился за кусок мыла отдавать 120 рублей. В жизни. Но это не мое. Я знаю людей, которые это делают. И, ну как, ну я не буду же дай попробовать, да, приходить в гости или еще что-то. Ну я к этому спокойно просто относился. А тут сам того не ведая, ни душой, ни чая, не прося об этом, хлобысь, у меня появилась такая возможность. Для чего я вам все это говорю? Ребят, навряд ли вы, большинство из вас, когда-нибудь будут покупать вот такие вещи для себя. Но если захотите сделать кому-то подарок, реально просто подарок, ребята, это будет подарок от души. Вполне вероятно, вы напоритесь на такого же дуболома, как и я, который не привык к таким вещам. И он все время ходил, допустим, там в рубахе сермяжной, а тут ему фрак подогнали, сказали, на, держи, примерь. А он стоит, не знает, что с этим делать, замер вот такой, а что, как, куда, почему, а что теперь говорить. Вот может быть будет и так, но в любом случае, ребята, это был бы подарок от души. И спасибо NG, звукоману, который сказал, что практически каждая линейка мыл для бритья у Варисина, она дублируется вот подобного рода вещами, то есть туалетным мылом. Но это роскошь, просто роскошь. Это значит, компания очень хорошо стоит на своих ногах, она может себе это позволить, и она это делает. Согласитесь, всегда лучше, когда есть выбор, чем когда выбора нет или он очень мал. А здесь смотрите, что предлагают. Это просто офигительно. Костя, огромное тебе спасибо. Если бы ты хотя бы на секундочку видел, какие вопли были, какие прямо вот такие вот глаза, прям Иванов, блин. Ну ты понимаешь, что это мое мыло, это любимое, мне так говорила. То есть, ну у меня его уже отжали практически, вот так вот просто раз и все. Вот и за этот праздник тебе еще раз огромное спасибо. Все, с мылом Варисина. А, да, кстати, все мыла Варисина, которые вот для мытья, если вот кому-то это интересно, вам не надо бегать по России, что-то искать. Все это есть у Кости. Искать замучитесь, но я вам дам подсказку. Если вы будете искать именно мыло для бритья, мотайте до 60-х позиций. Варисина, вот это вот, которая с ветивером, это 61.11. То есть 61.11. Вот туда вам нужно. Ну, практически это уже в конце его страницы. Обалдеть, просто обалдеть. Я уже не говорю про те качества, которые в нем заложены, если они на самом деле есть, а я не сомневаюсь, что они есть, но это просто вышаг. Подарок шикарнейший, шикарнейший. Кстати, если в качестве подарка, то не за большие деньги. Ну, посудите, подарок, допустим, там косарь 2-3 и подарок 600. Ну, как бы разница. Следующий вопрос. Дмитрий Дементий оставил свой комментарий под последним видео с Вундербаром, где он говорит, что Вундербар это его любимый станок. Он взял его из первых, вот первая серия, буквально вот первый образец, самый-самый. И то, что вот он то ли переписывался с производителем, то ли где-то еще подчеркнул информацию. С его слов, ну, Вундербар, во-первых, сняли с производства, начали выпускать в 2016, а сейчас в конце концов просто сняли и собираются делать что-то еще. Но мы к этому вернемся в обзоре по бритью, потому что в обзоре по бритью будет старший брат Вундербара. Вы наверняка уже догадались, какой. Так вот, со слов Дмитрия, якобы производители говорят, что они очень долго искали, где и как вот этот станок делать. Многие отказывались, потому что они хотели все это точить из одного куска металла. Ну, в конце концов, они решили эту проблему, нашли это производство и вот приступили к производству своего детища. Но, Дмитрий, я не готов оспаривать вот эту информацию, потому что у меня реально на руках нет никаких фактов. Но есть одна вещь, которая
мне не дает покоя, я в конце концов решил уже и забить на нее, потому что, судя по всему, кроме меня-то это никого не беспокоит. Это тот провал, который идет на Вундербаре в 5 соток, в 5. Ой, 5 десяток, прошу прощения. 5 соток это фиг с ним, это нормально. Но 5 десяток, то есть представляете, посередине он уже на 5 десяток, чем по краям. Если, как ты говоришь, все это вытачивали на станках, то как тогда вот эта фигня получилась? Станок ЧПУ, ты как заложил, так он и точит. Если ты берешь прямую и изгибаешь ее, как бы ты ни изгибал, она в любом случае остается прямой. Но все ровным счетом наоборот меняется, если ты, допустим, берешь вот плашку прямоугольную, да, ну вот, чтобы понимали, о чем речь. И мы берем эту плашку и изгибаем. Понимаете? Так вот, в том месте, где она изогнута, если вы измерите здесь и измерите вместе изгиба она будет уже. Это законы физики сопромата и всего прочего, там, не знаю, закон Вселенной, это, наверное, слишком громко будет сказано. Но, тем не менее, это нормально. Это нормально, что она посередине будет уже. Так вот, когда изгибают и посередине получается уже, для меня все ясно и понятно. Вопросов нет, ноль. Изогнули, ладно, флаг с ним, хорошо, молодцы, ребята, вы так решили. Но когда точат и получается посередине уже, а по краям шире, вот это для меня непонятно. Но в любом случае это была такая, знаешь, ну, по большей части вопросительная тема. То есть я искал людей, которые могли бы вот это объяснить. Ну а по сути получается, что Вундербар воспринимает как годный инструмент, который хорошо бреет. И которому совершенно пофиг, что он уже, не уже посередине. Да и фиг с ним. Забей, Карл, нормально. Вот, цельного куска его вытащили и хорошо. Если так, я согласен, я принимаю эту версию. Значит, точили цельного. Ну а уже, не уже. Да по большому счету, если это никому не интересно, а мне что больше всех надо. То есть я считаю, что вот сам для себя я эту тему закрыл. Для меня достаточно того, что вот я побрился в прошлый раз, и Вундербар мне очень-очень понравился. Конечно, печально, что они со временем прикрывают все свои производства. Старшего брата со временем прикрыли, его сейчас не производят. Сейчас вот прикрыли Вундербара. Ну а тот, который новый сделают, ну такая политика у компании, тут уже ничего не сделаешь. Следующий вопрос. Следующий вопрос Сергея Горбунова. Под каждым его словом я готов подписаться, и более того, я точно знаю, что он прав, потому что он говорит то, что я сам чувствую, то, что я сам понимаю. Не так давно, может быть, где-то пару-тройку недель назад, кто-то из ребят вышел и сказал, что, мол, там, Викторович, вот ты смотри, ты новые станки испытываешь, было бы здорово, если бы ты их испытывал всегда на одном и том же лезвии. Это было всегда. Это было и вот сейчас это ребята сказали, год назад это говорили, 1,5 года назад говорили. Я как-то этому не придавал значения, потому что я всегда ставил по большей части те лезвия, которые мне или нравятся, или просто интуитивно. Хочется вот раз вот поставил вот это лезвие и все. А потом, когда ребята вышли, я с ними мысленно согласился. Ну, как бы, знаете, все-таки хочется всегда вот какую-то уже законченную позицию иметь. И я вот подумал, а что бы и нет, вот давайте соглашусь и все буду на рапире пробовать. Но я уже и забыл о том, о чем всегда думал. Но вот Сергей Горбунов все это растеребонил, раздеребедил. И все-таки, пожалуй, он прав. Он прав. Ведь посмотрите, в чем смысл. Вы берете, допустим, и сравните две бритвы, две Т-образных бритвы, безопасных. Одна такая, другая такая. Ставите на них одно и то же лезвие. Ну да, все понятно, все ясно. Одна точка, как бы для сравнения, у вас есть. И именно поэтому, наверное, большинство людей стремилось на разные бритвы ставить одинаковые лезвия, чтобы хоть как-то сравнить, только из-за того, что точка опоры уже одна есть. Но это в корне же неправильно, ребята. А причина проста. Бритвы разные. Они реально разные. У них разная геометрия, у них разный габ. у них все полностью разное. Это понимают все, кроме людей на форуме. Но к людям на форуме мы еще вернемся. Так вот, смотрите. Если мы на одну и ту же, на две разных бритвы ставим одно и то же лезвие, да, казалось бы, мы их приводим к общему знаменателю, но вся фигня в том, что вот эта бритва с этим лезвием, допустим, чисто гипотетически, брит шикарно,
Но та, у которой другая уже геометрия, другой габ, и развесовка другая, и баланс другой, и вылет лезвия будет другой. Да там дофига параметров, которые будут другие. Да кто с какого перепугу решил, что она на этом же лезвии будет брить, ну, хотя бы так же нормально? У нее другой характер. Это все равно, что вы берете одно хорошее вино, один хороший бурбон, одно хорошее виски, ставите двух мужиков и вот сравниваете этих двух мужиков. Да с какого перепугу? Я вот, например, люблю бурбон. А кто-то другой скажет: слышь, Викторович, ну да, я как бы тебя понимаю, но вот просто вискарика, ну вот мне было бы лучше. А третий выйдет: да вы что, ребята, с глузду съехали, шо? Какой вискарь, какой бурбон? Сэм, наше все. Вот и иди, угоди этим трем мужикам. Между собой-то они разберутся, они сожрут и вискарь, и бурбон, и Сэма съедят тоже. Но вы их не сравните никак, точно так же и в бритвах. Каждая бритва, к ней нужен свой ключик, к ней нужен свой подход, к ней нужно найти свое лезвие. И все было бы гораздо проще, если бы еще и мы с вами не были разные. Потому что у нас с вами разная щетина, разная кожа, разные тараканы в голове, разная водоподготовка, там, да у нас все разное. Если, допустим, один человек вот на этой бритве поставил бы вот это лезвие, его бы полностью все устраивало, он бы взял это себе как постоянную связку и брился бы постоянно на ней, то это не факт, что будет у другого. У другого все может быть по-другому. А теперь понимаете, насколько велик мир влажного бритья, насколько он вариативен, насколько в нем то или иное мнение, ну, достаточно шатко. Можно просто собирать информацию по крохам и как-то пытаться на нее опереться, чтобы потом в будущем сделать выводы какие-то для себя. Но это мы с вами можем понимать, кто уже давно в бритье. Ну, новички, к сожалению, и так же, как и люди с форума, они это с трудом понимают. Потому что вот недавно ко мне в ВК обратился парень, показывает там какие-то штуки: Викторович, а вот как думаешь, вот что, ничего, можно это брать? Да я хз, я это вообще никогда не видел. А если бы даже и видел, то я для себя пробовал. Для тебя-то я как скажу? У меня кожа такая, у тебя такая. Я скажу: да, ты что, ништяк, бери, все. Я взял на себя ответственность. Парень берет, а у него там, или не дай бог, аллергия пошла. Прошу прощения. Или там кожа начала шелушиться. Ну там, вдруг там какие-то там такие компоненты, которые для него просто, ну, не в кайф. У него кожа, ну, вот у меня средняя, ну, комбинированная, а у него сухая. И все, это самому нужно пробовать, через себя пропускать и подгонять. Поэтому сравнивать, если два разных станка сравнивать, две разных бритвы, то нельзя на них ставить одинаковое лезвие. Там могут стоять одинаковые лезвия, но это просто будет течение обстоятельств, что вот в конкретному данному индивиду на двух разных бритвах подходят два одинаковых лезвия. Да, такое, конечно же, может быть, но скорее всего это будет просто совпадение. Потому что у каждой бритвы, для каждого человека должно быть свое лезвие, то, на котором она отыгрывает лучше всего. Вот какую непростую тему поднял Сергей Горбунов. На имховость. Ну, имховость это всего лишь фактор, который вот запутывает всю эту ситуацию, смещает ее в сторону неопределенности. И еще сложнее. Если просто взять, подвести черту, то, ребята, ничьи отзывы слушать нельзя. Нужно просто собирать информацию. Нет, слушайте, конечно, слушайте, но не принимайте их за 100% верную информацию. Просто тот человек, который вам будет говорить об этом, он говорит за себя. За себя. Вот за все время, которое вот в бритье, я встретил, наверное, человека 4, которым на 89-й голове зеленая астра категорически не зашла, так же, как и мне. А все остальные-то бреются, всем остальным-то хорошо, всем остальным нормально. Мне зеленая астра заходит абсолютно на любой бритве, вообще на любой, пофигу. Особенно на шикарно на 41-й голове. На всех остальных я тоже буду бриться с достаточной степенью комфортности, кроме Мюлле R89. Если я поставлю зеленую астру туда, у меня рожа будет в хлам, и это будет просто Хиросима, Третья мировая война. Вот у меня такие особенности. Но кто сказал, что у всех остальных этих особенностей нет? У них есть какие-то свои особенности. В некоторой степени, да, это может совпадать. Вот я вам уже говорил, за несколько лет я встретил всего лишь 4-5 людей, у которых то же самое с 89-й головой зеленой астрой, как у меня. А может и не совпадать. Поэтому тут, еще раз говорю, все узнавайте, собирайте, анализируйте, пробуйте и только после этого принимайте решение, ваше это или не ваше. Ну а по поводу того, что хотел сказать вот ребята с форума,
Ну просто грустно, грустно. Потому что вот с моей точки зрения на сегодняшний момент, кроме того постоянного хайпа и срача, который на форуме, ну там еще и профанация идет. Ну то есть вот выходит человек, ничтоже сумяшься, и, допустим, бросает вот такие вот заявления, что вот смотрите, Хомлайк начинает брать гапами, значит у них совсем затыка с геометрией, и что-то там вообще у них там совсем все грустно, и начинают выезжать только за счет гапов. Но все бы ничего, если старшие товарищи, которые есть вокруг вот этого вот неуча, они просто вышли бы и поправили бы. Эй, друг, постой, постой, ну, ты чё? Ты посмотри вокруг. Роквелл, Карве, любой регулируемый станок, да, в конце концов я уж на святое покушусь, тот же самый Вольфман. Ты посмотри, они все играют гапами при неизменной геометрии. Тогда и про них нужно сказать, что у них тоже кризис, что они тоже выезжают за счет гапов. Молодой чемодан, ты что-то маленько или запарился, или у тебя там морок какой-то, или ты что-то не понимаешь, давай мы тебе объясним. Но этого не случилось. Никто не вышел, никто не поправил, а наоборот только вышел, еще один товарищ и сказал, да-да-да, ты что, вот, смотри, молодец, правильно все. Но вся эта фигня, что новички приходят, новички все это читают. И как они к этому будут относиться? Они будут на самом деле думать, что да, это правильно, да, это нормально. Потому что смотри, один в воду зашел, пузыри пустил, а другой пришел, поддержал. Значит, это и есть правильно. Значит, игра гапами, это как бы неверно, это плохо, геометрии все время надо играться. Ну, то есть, вот, с моей точки зрения, это просто профанация. Я точно знаю, что там есть люди, которые очень хорошо разбираются в бритье, которые, можно сказать, гуру бритья. Но вот почему они промолчали, почему они ничего не сказали, ну, для меня тут нет ответа. Точно так же, как и нет ответа на то, что на сегодняшний день, вот по всей той информации, что к нам стекается, самые отрицательные и самые, вот скажем так, небреющие бритвы, они попали на форум. Потому что там, по-моему, уже 4 или 5 человек, которые калибри, например, не могут выбиться вообще никак. Совсем. Она для них тупая. Начиная от 0,8 и заканчивая полторашкой, она у них вибрирует, она у них скребет, не бреет. И все эти люди как-то, каким-то чудом собрались именно на этом форуме. Вот прибавьте вот эту информацию к той профанации, о которой я вам сейчас только что рассказал, и получается, что ну, перспектива у форума-то ну, так себе, как-то грустно и совсем. То есть вот, как-то так. Ну, мы сильно не отчаиваемся, потому что, ну, скажем так, за форум просто грустно. Он в нашем, например, случае все равно никакой роли не играет. По моему вот такому скромному разумению, форум он больше должен нести общеобразовательную какую-то такую миссию. То есть те люди, которые приходят в бритье, они хоть какую-то информацию там должны почерпнуть. Ну а по итогу получается, что они там почерпнут, если они приходят, а нарываются на все вот эти вот вещи. Сплошные недоразумения. Это если даже вот взять, убрать в сторону, хотя как ты ее уберешь, ту политику, ну скажем так, паразитирования на негативе. То есть негатив там уже стал ну, практически нормой. То есть если вот человек, допустим, берет что-то в руки, оно ему не нравится, он не говорит, что станок для меня мягкий, он мне не подходит. Или вот, допустим, надо попробовать лезвие поострее поставить. Нет, он просто выходит и говорит, говно, говно. Хотя я точно знаю, что есть люди, у которых щетина, ну, точно жесткая, очень жесткая. Такая жесткая, что там хоть кусачками кусай. И они всем этим бреются, и у них все нормально. А вот у этих 4-5 что-то там как-то не клеится. Я далек от мысли, что они бриться не умеют. Я думаю, что умеют. Но почему у них так выходит, я хз. Ваше мнение, если оно есть, можете написать в комментариях. В любом случае, парни, та основная мысль, которую я хотел поддержать, это все-таки собирайте больше информации и опирайтесь на свои ощущения. Не на то, что услышали у меня, не на то, что услышали на каком-то другом канале. Вы старайтесь просто все это аккумулировать и только после этого принимать решения и уже делать свои выводы.
Потому что вы, каждый из вас, кто смотрит сейчас это видео, вы уникальны, вы неповторимы. В некоторой степени у вас с кем-то могут быть совпадения, но по большей части то, какой вы есть, больше таких людей нет. Поэтому то, что вы подберете для себя, вам нужно делать самому, основываясь на своих ощущениях, а не послушав какого-то там или блогера, или там почитав какого-то там взорвавшегося, который там слюнями брызжет во все стороны на форуме. Вот делайте свои выводы сами для себя. Ну, если вы так будете делать, то больше, чем уверен, на 100%. Будет вам счастье. В бритье, по крайней мере, точно. Потому что бритье это то, вот как вот кто-то на западном форуме очень хорошо сказал, бритье это 55 раз, что-то там в году, что ли, для женщины. Бритье это, сколько он там сказал, по-моему, 28 или 20 раз для мужчины в месяц. Если мы хотим, чтобы все эти разы приносили нам счастье, то нам нужно как минимум что-то сделать для этого. Так вот, ребята, вот Т-образная бритва лично для меня это та гавань, которая впервые после пользования мною кассетником долгие годы, она принесла мне радость и удовлетворение. То, как она работает, то, как она способна сбривать щетину, то, какую радость она несет. Все вот эти вот мелкие, всякие вот эти вот штуки-дрюки, которые мы делаем перед тем, как вот, допустим, просто побриться. Могу ли я быстро побриться Тэшкой? Да, конечно, могу. И быстрее, чем кассетником. Вообще не вопрос. Вот так, раз, два, да и все. Вся фигня в том, что хочу ли я, а я не хочу. Потому что этот процесс, в отличие от кассетника, не приносит удовлетворения. Я не сказал сейчас, что кассетник говно, а Тэшка тема, вещь. Я сказал, что кассетник для меня менее предпочтителен, чем Т-образная бритва. Это для тех, кто бреется сейчас кассетами и которые думают, что вот тут Иванов бочку катит. Да нифига он не катит. Ребята, бритье выбирайте каждый сам для себя, что вам нравится. Я вон видел видео, где индус просто берет лезвие, на свечку насаживает и вот так вот просто сидит и бреется и кайфует. Ну вот у него в этом кайф. Ну что, вы выйдете и скажете, слышь ты индус, ты тупой совсем? Нет, нет, ему так нравится. А может просто денег у него нет, потому что в Индии бритвы очень дорогие. Вот и вы выбирайте сами для себя то, что вам больше нравится. А на этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. Ну и наконец уже пошли бриться. А кем? А чем? Старшим братом Вундербара. Знаете название? А я не скажу. Ждите следующее видео. Ну все, пока-пока.